Все, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Чтобы приготовить вкуснейший турецкий пирог пиде-кебаб, для начала мы с вами поставим тесто. Для теста нам потребуется 500 грамм, здесь у меня уже просеянной муки, 200 миллилитров теплого молока, 60 грамм сливочного масла, 2 чайные ложки сухих быстродействующих дрожжей и пол чайной ложки соли. Для начала нам необходимо растопить сливочное масло. Масло я растопила, далее наши сухие ингредиенты отправляем в муку. 2 чайные ложки дрожжей, пол чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем, при помощи ложки делаем углубление и отправляем в тесто 200 мл теплого молока и 60 грамм сливочного растопленного масла. Далее устанавливаем миксер. К миксеру прикрепляем насадку крюк, устанавливаем чашу миксера с ингредиентами и, начиная с небольшой скорости, постепенно доходя до средней скорости, замешиваем мягкое тесто. Все, друзья, миксер мне вымесил тесто. Посмотрите, вот такое оно, слегка липнущее к рукам, должно получиться. Очень-очень мягкое, нежное, соответственно, такой же и пиде-кебаб на выходе мы с вами получим. Вот посмотрите, мягкое-мягкое тесто. Вот такое нежное, видите, липнет к рукам слегка. Все, теперь вот так формируем красивый колобочек. Между двумя ручками я перекладываю тесто. И вот так вот все неровности пряча вниз, формирую вот такого колобочка. Отправляю обратно в чашку, накрываю пакетом либо пищевой пленкой, кухонным полотенцем и убираю в теплое место для того, чтобы тесто поднялось примерно на час. Я оставляю на кухонном столе, но укутываю в одеяло. Тем временем, пока у нас поднимается тесто, мы приготовим начинку. Для начинки возьмем 3 картофелины, у меня получились общим весом 600 грамм, и хороший кусок мяса. В моем случае это свиная шейка, посмотрите, как она замечательно выглядит. Вот такая мраморная свинина, либо можно взять говяжью вырезку. Также нам потребуется луковица весом 150 грамм и специи. Со специями, в принципе, можно импровизировать по вашему вкусу. Я сегодня положу соль, черный перец по вкусу, 1 чайная ложка приправы для картофеля и пол чайной ложки кориандра. И также в самом конце нам потребуется зелень и луковица для украшения. Также нам понадобится большое количество растительного масла для того, чтобы картофель и мясо обжарить. Для начала нарежем картофель. Я возьму вот такой рифленый нож, у меня есть, и нарезаю просто вот такими кусочками толщиной примерно 1 сантиметр. Картофель у меня нарезан. Отправляю его в чашку и заправляю 1 чайной ложкой приправы для картофеля. Хорошо перемешиваю. И пока убираю в сторону, картофель будет ждать своего часа. Далее у нас на очереди мясо. Мясо я разрежу пополам, вот так. И теперь каждую половинку просто буду нарезать пластинками толщиной примерно до 5 миллиметров. Вот такие кусочки у нас с вами получаются. Сейчас таким способом нарежу полностью мясо, затем покажу, что делать дальше. Мясо я нарезала, также его убираю в чашку, в другую уже, и заправляю при помощи пол чайной ложки кориандра, 1/3 чайной ложки черного перца. И соль по вкусу у меня 1 чайная ложка без горки. И тоже все хорошо перемешиваем. Все, мясо тоже готово, убираю в сторону, и оно также будет ждать своего часа. Дальше на очереди у нас луковица. От луковицы отрежем вот эту вот заднюю часть, делим луковицу пополам. Затем каждую половинку не поперек колец, а вот таким образом разворачиваю луковицу и нарезаю не очень мелко, по 2-3 мм толщиной. Точно так же поступаю со второй половинкой. Лук готов, пойдемте к плите, будем жарить овощи и мясо. Сковороду устанавливаем на плиту на максимальную конфорку, на максимальный огонь. Отправляем достаточное количество растительного масла. Ждем, когда масло очень хорошо прогреется. Масло очень хорошо прогрелось, отправляем в сковороду картофель. На максимальном огне обжариваем картофель до золотистого цвета. Прошло некоторое время, давайте посмотрим. Нужно картофель обязательно перевернуть, чтобы он снизу не пригорал у нас. Вот видите, снизу уже такая хорошая
корочка садится. Этого достаточно, поэтому я переворачиваю картофель. Обратную сторону тоже обжариваю до золотистости. И затем картофель уже будем вынимать. Итак, с обратной стороны картофель тоже обжарился, посмотрите. Вынимаем картофель на тарелку, застеленную кухонным полотенцем. Это делается для того, чтобы впиталось лишнее масло. Картофель у меня готов, пока его убираю в сторону. В это же самое масло отправляем теперь мясо. Точно так же до корочки обжариваем мясо с двух сторон. Итак, мясо обжарилось с одной стороны. Посмотрите уже, какая аппетитная корочка получается. Видно вам? Переворачиваем на другую сторону и также обжариваем до золотистой корочки. Спустя минуты 3-4 в сковороду отправим еще лук. Прошло 3 минуты, отправляем в сковороду лук. И теперь лук вместе с мясом обжариваем. Все, друзья, вместе с луком мясо у нас полностью обжарилось с двух сторон до золотистости. И теперь вот так ложкой выкладываю все на дуршлаг, чтобы истекло лишнее масло. Газ можно уже выключить. Все, мясо у нас тоже с луком готово, пока в сторону. Итак, барабанная дробь. Начинка у нас готова, тесто тоже подошло уже. Посмотрите, как оно сильно поднялось. Вау. Опускаем, выпуская углекислый газ. Вот так обминаем тесто. Дальше вытаскиваем его на стол и делим на две части. Одну часть чуть поменьше, а вторую часть чуть побольше. Вот такие две части у нас с вами получаются. Маленький кусочек теста пока заворачиваю в пакет и убираю в сторону. А с большим кусочком теста будем работать. Обминаем его вот так между ладошек. Все неровности прячем вниз и вот таким образом формируем ровный красивый колобок. Устанавливаем на стол, приминаем ладошками и при помощи скалки раскатываем, формируя из теста круг. Диаметром примерно ориентируйтесь по своему противню, чтобы тесто поместилось на противень. Тесто я перекладываю на силиконовый коврик, либо можно выпекать его на пергаменте. И продолжаю вытягивать, формируя максимально ровный круг. Настолько, насколько это возможно. Вот так, друзья, максимально ровно я постаралась раскатать тесто, но за пределы коврика я вышла специально, целенаправленно. Видите, коврик у меня вот здесь, заканчивается тесто чуть больше. Это сделала специально, потому что бортики мы еще с вами будем поднимать, и, соответственно, пирожок наш с вами уменьшится. Дальше нам необходимо из второго кусочка теста заранее раскатать крышку для нашего пирога. Тоже вот так формирую колобочек красивый. И сейчас на соседнем столе я раскатаю крышку и к вам вернусь. Точно такой же круг будем раскатывать, но меньшим диаметром. Итак, друзья, второй кусочек теста я тоже раскатала и вот так закатала его на скалку. Пока убираю в сторону, слегка раскатаю, чтобы совсем не прилипло. И в стороне тесто будет ждать своего часа. Дальше делаем следующее. На наш основной кусок теста, вот этот большой, выкладываем картофель, который мы с вами заранее обжарили на растительном масле. Картофель вот так распределяем равномерно по тесту. Далее сверху на картофель укладываем мясо. Мясо у нас, как вы помните, хранится в дуршлаге, чтобы стекло лишнее масло. Мясо с луком сверху вот так укладываем. Тоже равномерно распределяем. До краев не дохожу специально, примерно вот смотрите, вот настолько, потому что сейчас еще будем с вами поднимать бортики. Дальше укладываем тот маленький кусочек теста, который мы с вами раскатали заранее. Если не хватило, чтобы закрыть начинку, ничего страшного, прям вот так руками растягиваем. Поднимаем вот этот вот бортик и начинаем любым удобным для вас способом защиплять все это дело. Я защипляю привычным для себя способом плетения косички, как на пигоде, да? Смотрите, раз, раз, раз. Многие уже научились вот так. От большого получается диаметр теста. Раз, защипили. Раз, с этой стороны. От большого, от маленького. От большого, от маленького. Вот так постепенно защипляем. И получается вот такая вот красивая косичка у нас с вами. Все, таким способом сейчас полностью по всему диаметру пирога нашего пройдусь. Затем покажу, что делать дальше. Все, друзья, вот такой пирог-красавчик у меня получается. Дальше нам необходимо взять одно яйцо. Разбиваем в чашечку какую-нибудь. И при помощи вилки взбиваем наше яйцо. Далее при помощи кисточки хорошенько, обильно смазываем пирог. Чтобы пирогу было откуда дышать, маленькую дырочку вот здесь в центре мы с вами пальчиком прям вот так сделаем. Потому что иначе пирог начнет в любом случае дышать, и тесто начнет подниматься и деформироваться. Чтобы это избежать, мы сделали маленькую незаметную дырочку, которая впоследствии на внешнем виде нашего пирога никак негативно не отразится. Все, вот так обильно мы смазываем яйцом наш пирожок.
Заранее не забудьте установить духовку на 180 градусов. Духовка должна быть хорошо прогрета. Также нам потребуется небольшое количество кунжута, чтобы наш пирог сверху обильно посыпать и украсить. Можно использовать также черный кунжут. Мы кунжут любим, поэтому я посыпаю очень обильно. Кунжут очень полезный, не жалеем. Готовим для себя. Все, друзья, дальше мы аккуратно пирожок перекладываем на противень и убираем в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно минут на 40. Смотрите по своей духовке, пирог должен приобрести аппетитно-золотистую корочку. Чуть позже покажу, что у меня получится. Друзья, прошло ровно 40 минут, вы только посмотрите, какой шедевр у меня получился. Берем обязательно острый нож и разрезаем вот эту верхнюю шапочку сперва пополам, затем еще раз пополам, вот так крест-накрест. И каждую четвертинку теперь разрезаем еще раз пополам. Нож должен быть острым. А дальше делаем следующее. Вот так все это дело отгибаем. Вау! Вы только посмотрите. Это ли не шедевр? То есть мы отгибаем по вот этой линии соединения. Дальше, друзья, мелко нарезанным луком, вот такими вот колечками украшаем наше блюдо, а также сверху посыпаем зеленью для красоты. Все, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень аппетитно это все выглядит. Давайте покажу, как это мягко. Это просто тает во рту. Посмотрите. Картошечка, вы только посмотрите, какая она наимягчайшая, просто пюрешечка. Это у нас картошка. Что касается мяса, то же самое. Очень-очень нежное, пропекшееся, с золотистой корочкой, поскольку мы это все запекали дело, да? Просто безумная вкуснятина. Рекомендую всем на 100%. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать это блюдо на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.